Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 15 марта. Мы проводим промежуточный выпуск, и сразу хочу к вам обратиться, потому что уверен, наши уважаемые зрители и слушатели прекрасно помнят и знают, что в среду выпуске, который выходит в среду, вернее так, в комментариях к этому выпуску, вы можете оставлять свои вопросы. Итак, в комментариях к этому выпуску вы можете оставлять свои вопросы. Перед вопросом пишите слово «вопрос», либо ставьте знак вопроса. На самые популярные ваши вопросы я отвечу уже в пятницу. В пятницу это у нас будет 17 марта. 15 марта уже прошла половина марта. Движемся плавно к середине весны. Вы знаете, небольшое лирическое отступление. Когда был совсем молод, можно даже сказать юн, но было там лет 16-17, я всегда думал, что начиная от наших широток, да, самое прекрасное время это с 15 апреля по 15 июля. Ну, потому что 15 апреля начинает появляться листва, начинает там травка пробиваться, цвести деревья. И продолжается весну, и прекрасная зелень, начало и середина лета. После 15 июля все начинает уже так немножко темнеть, листва становится такой более что ли, бесцветной, теряет начинает цвет, теряет начинает свою яркость, и становится такой более уныло, ну, как по мне. В августе начинаются дожди, в сентябре и там пошла уже полноценная осень. Так вот, с 15 апреля по 15 июля всегда считал самое лучшее время в году. Надеюсь, что в этом году этот период принесет нам начало, еще раз подчеркиваю, начало перемен. Задатки начала перемен я уже вижу, я вижу, что они происходят. Пока не могу с вами поделиться полностью всем оптимизмом по поводу той информации, которой обладаю, но поверьте, начались интересные движения, и я надеюсь, что как раз в период с 15 апреля по 15 июля произойдут те события, которые предрешат исход путинского режима. Это не значит, что в этот период путинский режим рухнет, хотя и это не исключено, но это значит, что произойдут те события, которые поставят фактически крест на существование путинского режима, и те дни, которые он будет доживать после этого периода, это уже будет не такой большой срок. Так, теперь давайте вернемся к нашему выпуску, а то лирическое отступление заняло уж больно много времени. Так, ну, теперь насчет мобилизации. Поговорили о приятном, теперь о главном. Насчет мобилизации. Мы уже знаем, да, что 12 российских региональных военкоматов начали рассылать повестки в кавычках, для чего? Для уточнения данных. Мы прекрасно понимаем, что это значит. Это значит, что всех мужчин, которых будут вызывать в военкомат, якобы для уточнения данных, будут пытаться правдами и неправдами, возможно, угрозами, кого-то, возможно, и силой заставить подписать контракт, прийти на контрактную службу в армию. И надо понимать, что это, конечно, абсолютно противозаконно. Я уверяю, что это должно быть на абсолютно добровольных основах. Еще раз подчеркиваю, так как решили проводить мобилизацию не мытьем, так катанием, если не официально ее, да, объявлять и проводить, то всякими такими хитростями будут пытаться завербовать мужчин в армию, таким образом набрав еще около 500 тысяч человек. Именно такая цифра сейчас стоит в докладах президента. Именно 500 тысяч дополнительно необходимо, как считает Министерство обороны. И такую же цифру, соответственно, будут пытаться набрать. Возможно, будут еще более хитро подходить к этому делу, будут просто давать какую-то бумагу, сказать, подпишите, и свободны. Мужчина подпишет, на выходе с военкомата ему скажут: дорогой человек, мы же вас ждем обратно через пару дней с вещами на выход, что называется. И
добро пожаловать в армию. Спросят, как, почему? Так вы же только что подписали контракт. Возможно и такой вариант, очень возможно. Поэтому всем нашим уважаемым зрителям и слушателям хочу сказать, что были очень внимательны. Если вдруг по каким-то причинам вы все-таки попадете в военкомат, и вас будут так или иначе убеждать, либо хитростью пытаться заставить что-то подписать, ничего абсолютно не подписывайте, никакие ни согласия, ни отказы, вообще ничего, вы не обязаны ничего подписывать. Развернулись, тихонько ушли, и все, вас никто не вправе удержать. Я понимаю, что могут быть разные эксцессы, но, уверяю вас, все зависит от вашей воли. Если вы будете сильны в своих убеждениях и откажетесь что-либо подписывать, никто вас ни к чему не обяжет. Как бы это ни мотивировали, как бы вам иначе это не объясняли. Вообще не советую, конечно, посещать военкомат нашим уважаемым соотечественникам в России. Пускай уточняют данные сами, пускай сами ищут, как их уточнить. Повестка, если не были вручены лично в руки, а была брошена там в почтовый ящик, можно проигнорировать, несмотря на все предписания и рассказы там о том, что это все обязательно, это все на сегодняшний день это все ерунда. Так, надеюсь, объяснил доступно. Мобилизация такая, давайте назовем по-своему. Параллельная мобилизация все-таки началась. Это коснется практически всех регионов. Так. Далее. Глава МИД Турции обсудил сегодня с Лавровым продление зерновой сделки. Ну, мы уже с вами это обсуждали. Зерновая сделка продлена, скажем так, извините, с полужеланием России. Российское руководство не смогло отказаться, ну, потому что мы уже говорили об этом. Это фактически ультимативная сделка. Согласится Россия, не согласится, зерновая сделка будет продолжена. Суда будут продолжать вывозить зерно, и любое противодействие России будет расценено как акт агрессии уже по отношению к иностранным судам. А там могут оказаться суда стран НАТО и так далее, и мы понимаем, чем это все может обернуться. Сейчас Путин не готов к открытому конфликту с НАТО, поэтому свое такое фи выразил в соглашении на 60 дней. Министр иностранных дел Турции объяснил Лаврову, что так поступать нехорошо. Есть общие договоренности, есть общее понимание, как себя надо вести. Если российское руководство будет упрямо, то, конечно, со стороны Турции будет максимальное содействие ограничениям санкционным и так далее, и так далее. Когда вчера российские СМИ начали активно сообщать, что Турция в связи с продлением зерновой сделки на 60 дней со стороны России активно стала содействовать в обходе санкций, то есть пустили все грузы, это все полная чушь, полная. Пустили только разрешенные грузы, а до этого удерживали даже разрешенные грузы. Я имею в виду отгружать на территорию России из турецких портов. Поэтому весь оптимизм, который сейчас пытается навеять российская пропаганда, можно смывать в унитаз. Оптимизм по поводу удержания Путина у власти и так далее, и так далее, так далее. Так, что у нас еще? Зерновую сделку мы с вами обсудили. Да, министр транспорта Виталий Савельев рассказал о том, что имеющихся в Российской Федерации самолетов хватит для того, чтобы поддерживать летную годность еще на 10 лет. Ну, если малоуважаемый Виталий Савельев считает, что рассчитывая так, что последний самолет упадет через 10 лет, ну, наверное, так оно и есть. Мы понимаем, да, что без комплектующих для самолетов иностранного производства навряд ли может быть достойным образом поддержан настоящий авиапарк. Мы понимаем, что увеличились по времени регламентные работы. Это, конечно, влияет на безопасность. С гуманитарной точки зрения какие-то запчасти все-таки поставляются на территорию России, но это, конечно, недостаточно для того, чтобы, как оптимистично мыслит министр транспорта, поддерживать летную годность самолетов, находящихся в России. Этого, конечно, недостаточно.
Все при нынешнем течении обстоятельств, при сохранении тенденции, весь практически авиапарк нынешних самолетов в России придет в негодность через 4-5 лет. Весь, без исключения. Одно радует, перемены наступят гораздо раньше, поэтому беспокоиться можно пока не начинать. Опять-таки, все зависит от того, насколько быстры будут перемены, все зависит от того, кто действительно перехватит власть и как долго сможет ее удержать. Здесь очень много составляющих, но в целом, конечно, авиаотрасль в России в плачевном состоянии. И этого нельзя не то что отрицать, здесь можно, здесь можно говорить насчет этого долго и упрямо. Так, мы с вами уже практически 11 минут в эфире. Напомню, что вы можете в описании, извините, не в описании, в комментариях к этому ролику оставлять свои вопросы. Перед тем, как напишите вопрос, пишите слово «вопрос», либо ставьте знак вопроса. Это привлечет мое внимание и привлечет внимание тех людей, которые читают комментарии. Они смогут поставить лайки под вашим вопросом для того, чтобы ваш комментарий стал наиболее популярным, для того, чтобы я его в пятницу смог прочитать и дать достойный ответ на ваш вопрос. Итак, если вдруг ваш вопрос не наберет достаточного количества лайков и не получится сделать так, чтобы я ответил на него, у нас есть подписка Patreon. Это довольно просто. Подписывайтесь в Patreon. Там сумма абсолютно не ограничена. То есть нет какой-то минимальной суммы. Подписывайтесь, регистрируйтесь на ту сумму, которую вы считаете достойной, чтобы нам помочь. И помогайте, задавайте вопросы. Там я отвечаю практически на все вопросы. Надеюсь, что объяснил доступно. Большое спасибо за понимание. Также хочу напомнить по поводу лайков и, соответственно, про комментарии уже поговорили. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне. Мы работаем для вас. Всего доброго. До свидания.